Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Долго ли, коротко ли, а дозрел я до этого ролика. Он не про поездки я расскажу в следующем ролике, надеюсь на это. Он про нашу реальность, которую мы выбрали, и часто даже у пенсов в комментах эту реальность продолжают защищать. Но фоном я покажу вам отчет от деда за это время и покажу ваши комментарии из-под донатов. Обычно за тиждень ничего почти нового. Кто-то пашет, кто-то впахивает, а кто-то возвеличивает себя самолично, ибо все рейтинги уже не справляются с этим. Начнем с новостей. На тижне в Тайм вышла статья про Зе и его приспешников. Потом вышла статья от Залужного. И пока мы все это читаем и вникаем, на нуле весьма не сладко, а с 1 декабря еще волонтеров хотят прищучить. Так что картина у нас с маслом. Поглядим? Зеленский, наш любимый, в 1000 кавычек, президент, ответил на вопрос журналиста с таким энтузиазмом, что просто обзавидоваться можно. Какой светоч мысли и спокойствия. Он сказал даже, что все эти разговоры о тупиковой ситуации — это просто следствие нашей общей усталости. О, спасибо, Кэп. Кто бы мог подумать, что война может утомлять людей. Обогащать — ладно. Вывозить в заграницы — ладно, приняли. А тут такое еще открытие. Утомлять может. Ну надо же. И чтоб совсем все точки над «и» расставить, Бубочка добавил, что это не новость. Не поспоришь тут с тактикульным. Ну, конечно, война — это вещь повседневная, как утренняя чашка кофе, везде и всюду, особенно у нас. Каждый день мы просыпаемся, читаем новости и думаем: ах, это же не новость, это просто еще один день в стратегическом тупике. Весело жить, правда? Да еще с таким светлым деятелем во главе. Люди в комментах по всему интернету, конечно, в шоке от такого подхода, но великий блогер объяснил это тем, что все устают, все разные, и у каждого свое мнение. Ну, конечно, когда ты устал, то тебе все равно, патовая ситуация это или нет. Просто сидишь и думаешь: ах, какая разница, пойду лучше пересмотрю «Слугу народа» или «Сватов». Но самое интересное вот что. Носитель небритости и зеленой футболки уверен, что у нас не патовая ситуация. Он подчеркнул это несколько раз, чтобы мы точно поняли. Вот президент, который знает, как создавать оптимизм, он говорит: да, у нас стратегический тупик, но это не потовка, поверьте мне. Ну, конечно, поверим, ведь он же президент. А мы, простые, обычные, смертные, кому верить, как не ему? Ну, не Залужному уж верить в самом-то деле. И чтобы поддержать свои слова, Зеленский напомнил нам о прошлом годе. Тогда тоже были похожие мнения. И что? Мы освободили несколько областей. Ну, так что, ребята, давайте не отчаиваться. Мы не в тупике, мы просто на перекурах. По мнению Солнцесяйного, война — это как долгая прогулка в парке, только без птичек, цветочков и костюм иного кроя. Это была реакция наивеличнейшего на статью главкома Залужного, который добавил пикантности в нашу серую жизнь тоже. Он в своей статье говорит, что мы достигли технологического предела, и прорыва, скорее всего, не будет. Но кто бы мог подумать, что ограничения технологий могут помешать нам сделать глубокий и красивый прорыв. Президент вот уверен, что шапками тоже можно закидать. Великому Бонефтику этого показалось мало, и он решил внести еще красок в серые будни сидения на Банковой. Днями и ночами он взвешивает варианты и примеряет разные решения. Об этом стало известно его министру иностранных дел, и Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что президентишка обдумывает возможность проведения выборов главы государства весной 2024 года. Взвешивает за и против. Ну, слава богу, Зеленский, наш бесподобный президент, снова великодушно рассматривает возможность проведения выборов президента весной 2024 года. Как же мы все с нетерпением ждали этого важного заявления. Наверное, Зеленский уже не может уснуть ночами от мысли о выборах. Все эти «за» и «против» переросли в настоящую дилемму для нашего президента. Очень мудро с его стороны обдумывать и взвешивать плюсы и минусы проведения выборов. Ведь никто никогда не думал об этом раньше. Он снова будет первым. Какая новость! Мы все в нетерпении, чтобы узнать, какие же это плюсы и минусы. Возможно, наш президент в результате размышлений и выпуска еще сотни видеороликов таки придет к выводу, что проведение выборов во время войны повлечет за собой беспрецедентные проблемы. О, какие открытия!
И каким-нибудь утром, намазывая бутерброд, его посетит мысль: а как народ? Он же не может пренебрегать мнением подавляющего большинства украинцев, которые считают, что выборы возможны только после окончания войны. Ведь что для него может быть важнее мнения народа? А особенно, когда народ так единодушно выступает против выборов во время войны. Мы все знаем, что украинцы всегда единодушны и не могут ошибаться, и Солнцесяйный об этом не единожды заявлял. Но давайте мы задумаемся. Может быть, проведение выборов во время войны — это идея, которая может принести нам новые, беспрецедентные проблемы, цитата. Ведь зачем нам мир и стабильность, когда можно организовать политическую борьбу в условиях хаоса и неопределенности? Кто-то может подумать, что это не самое лучшее время для выборов, но президент вот не согласен. Он обдумывает и взвешивает. Не то что мы. Давайте добавим еще немного острых ощущений в нашу политическую атмосферу. Давайте продолжим наслаждаться этой увлекательной мыслительной деятельностью. Пусть наш прекрасный президент продолжает взвешивать плюсы и минусы, а мы будем ждать его мудрого решения. Ведь что может быть важнее выборов в условиях войны? Давайте продолжим рваться к беспрецедентным проблемам и наслаждаться этим непредсказуемым политическим спектаклем. Ведь если его не выберут сейчас, то потом может и не настать. А чтобы никто из нас не сомневался в реальных желаниях Бубочки, Кабмин одобрил проект о государственном бюджете Украины на 2024 год до второго чтения. Ах, какая радость! Кто бы мог подумать, что государственный бюджет будет таким захватывающим чтивом? Давайте глянем на него. Вдруг там что-то удивительное, что поможет нам победить поскорее. Так вот, в этом проекте есть пара изменений. Например, они решили подкрутить прогнозы курса гривны, уровня ВВП и инфляции. Почему бы и нет? Мы все знаем прекрасно, что прогнозы — это такая забавная штука, которая постоянно меняется, как настроение Верховного в ожидании рейтингов. А да, они не забыли о самом важном — финансировании сериалов. Ну, конечно, ведь в наше время сериалы — это настоящая жизнь, а реальная жизнь — всего лишь перерывы между сериалами. Поэтому правительство выделило немножко денег на сериальное искусство. Всего-то 445 миллионов гривен. Это, конечно, шикарно, но я бы предложил им еще добавить фонд для развития мемов. Ведь на них сегодняшняя молодежь весь свой бюджет тратит. А если мемы показывать в вечерних обращениях небритого вместо самого небритого, то можно будет подправить не только бюджет самого, но и устроить прибавку к зарплате Ермаку, и на Украину еще должно остаться чуточек. Еще одна интересная фишка — военный НДФЛ. Мы все знаем, что война — это серьезное дело, поэтому не решили включить эту норму в бюджет. Понятно, что у нас в стране немало военных, которые сидят и думают: так, машины отремонтированы, птички закуплены, на все остальное в подразделении мы вроде сбросились, а как бы еще больше налогов заплатить? Ну, теперь они знают, что есть такая возможность. Самое интересное — это прогнозы. Они уточнили прогнозы курса гривны, инфляции и ВВП. Все эти числа меняются так быстро, что у них, наверное, есть своя версия быстрых и ярких, с той лишь разницей, что у них они всегда меняются в сторону уменьшения. Наверное, чтобы нам было приятнее узнавать, что наши деньги теряют свою ценность. Народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале раскрыл пару секретов. Оказывается, правительство сделало все возможное, чтобы пройти МВФ. Они уменьшили потребность во внешнем финансировании на 1,9 миллиарда долларов. Теперь у нас есть только 41 миллиард, чтобы покрыть все наши маленькие расходы. В общем, все эти изменения и корректировки делают бюджет таким увлекательным и неожиданным чтивом. Кто знает, что еще можно добавить в него? Может быть, финансирование партийных шашлычных? Или раздел «Бюджет на приобретение новых костюмов для политиков»? Статья расходов на приобретение новых утюгов для глажки футболок для выступлений или на замену мигалок в кортежах. Возможности бесконечны, ведь платят за все это не они, а мы. Будем следить за развитием событий. Уже 8-го это могут принять единогласно. И не могу я пройти, не каркнуть в сторону статьи в «Тайм». Статья мерзкая, но не Саймон Шустер ее сделал мерзкой. Она мерзкая, потому что была написана о мерзавцах.
Зе явно указывают на его место и явно тыкают носом в его собственные пролюбы. Он выглядит немощным, психует от недостатка дозы в виде оваций и не способен проконтролировать собственную вертикаль, которую так старательно под себя подгребал всю каденцию. Его окружение выглядит просто негодяями, и это красной нитью проходит через всю статью. Итак, что мы вычитали между строк? Пьедестал Зе сильно потускнел и заваливается на бок. Красивые пылкие слова больше не производят впечатления. Зе не авторитет для вороватой чиновничьей системы, которую он создавал всю свою каденцию. Они его не боятся. Его чайка-стайл-менеджмент на них уже не работает. Зе не авторитет для армии. Его попытки продавить самоубийственные военные авантюры натыкаются на неприятие и сопротивление. Зе больше не авторитет для союзников. Его открыто тыкают в коррупционные скандалы, как котенка в собственную лужу. Больше всего Зе боится не проиграть войну, а народного гнева и обвинения в проигрыше войны, потому что знает, что вспомнят все. Его советники или кто там и непосредственное окружение вредят Зе в интервью больше, чем ситуация на фронте. Что мы узнали от окружения из статьи? Что победа ревностно хочет только он, а его окружение в нее не верит. Потому что без победы Зе политические кранты, а окружение норм выплывет и вне политики, как норм себя чувствует Люсинда, к примеру. Что чиновники воруют как в последний раз в жизни, и чхать они хотели на немощные угрозы Зе, потому что за бешеную коррупцию никого не только не посадили, а даже не задержали в стране. Просто увольняют и все, еще и за границу выпускают. Что призыв провален, потому что все не слепые. А еще оказывается, что очереди в военкоматы в первые дни Большой войны встали не потому, что были готовы бороться за родную землю, а потому, что, цитата, «многие думали, что можно записаться на быстрый тур и стать участником героической победы». Это прямая цитата, чтобы вы понимали. Перечитайте ее, те, кто пошли в военкомат рано утром 24.02.22. Вы поняли, что вами двигало, по мнению команды Презе? Вам эта фраза не попахивает? Зе, очевидно, обвиняет именно союзников в недостаточной результативности контрнаступления, не себя и свою команду, которые создали чрезмерное ожидание накануне и ничего не сделали дальше. Не себя и свою команду за недостаток боеприпасов, оружия и провал призыва. Не себя и свою команду за чрезмерное требование к военным. «Пойдите и возьмите мне горловку». А вы не охамели, братцы? Не себя и свою команду в коррупции, которая тырит, как в последний раз в жизни, а именно союзников. И он их морально шантажирует. «Если вы нам не поможете, мы проиграем». Это перекладывание ответственности. Помните слова Голды Меир, когда она обращалась к богатым американским евреям за деньгами? «Если у нас будет оружие, мы будем воевать оружием. Если у нас его не будет, мы будем воевать камнями». Сравните эти месседжи. Тот месседж, который звучит у Зе, отвратителен и ничтожен. Это месседж лузера. И вот еще странное ощущение. Когда в статье Байден говорит об Украине, в его тексте я слышу «украинская нация». Когда Зе в статье говорит об Украине, я слышу «моя власть». Я предвзят, я знаю. Но вот так я читаю написанное внутренним голосом. И нет, его не уничтожают. Если бы его уничтожали, в тексте был бы упомянут новоотремонтированный самолет с обновленной развлекательной системой. Есть ощущение, что хана бы ему наступила сразу, как об этом прочитала бы американская аудитория. Но ему дают последний шанс. Разогнать токсичное окружение и дать возможность НАБУ задержать одиозных коррупционеров. Внедрить неотложные изменения в законодательстве, перестать давить на военных и вмешиваться в работу армии, начать жестко контролировать средства и наказывать за злоупотребление не на словах. Сменить тон в общении с союзниками и перестать себя вести как избалованный ребенок. Изменить имидж и перестать лепить из себя самого большого воеваку в Украине, без которого прям рухнет мир. Это не неподъемные требования, они ему по силам. Вот только вряд ли по желанию. Реакция на статью Залужного тому прямое доказательство. Если он ничего не предпримет, в следующих статьях будет развлекательный самолет и разворованная гуманитарка. Пока что лупят по окружению. Не сделает выводы, будут лупить прицельно по нему.
Статья мерзкая, но все равно в ней звучит поддержка и искреннее сочувствие народу Украины. Нас не бросят. Точнее так, партнеры ищут все возможности для этого не бросить нас, не пустить все на самотек. Но под лежачий камень вода не течет. США теряют терпение. Величайшему дают последний шанс. Ну и 3 цитаты из статьи, чтобы вишенка на тортике все-таки была. «Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто». Верховный главнокомандующий, никто либо как. Многие думали, что смогут записаться на быстрый тур и принять участие в героической победе. Второй член команды президента, кто именно не указывается, хотя второй намекает, что он не первый и не третий. Мы спим в комнатах размером 2 на 3 метра, размером с тюремную камеру. Ермак умеет вышибить слезу. «Саймон, ты ошибаешься», — говорит член команды офиса. «Люди воруют так, будто завтра не наступит». Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.